Привет, это Полина и Coco Life и наш новый видосик. Итак, сегодня очень интересная тема в формате шеринга. Нас будет двое, я и Жанна, и мы расскажем несколько моментов, которые мы осознали, поняли, выводы за практически месяц войны в Украине. Трудности, негативные моменты, что с этим делать, как это менять, что исправлять, вообще, что делать? Сейчас все съезжаются на такие вынужденные коливинги, где живет по 15 человек в одном доме. Когда люди съезжаются, они все разные, у всех свои какие-то особенности, интересы, и, соответственно, иногда пазл не складывается, и кто-то с кем-то начинает ссориться. Особенно это актуально, потому что сейчас очень напряженная ситуация, сейчас все стрессуют, и вот такой щелчок, зажигается спичка и взрывается все. И особенно это, конечно, видно и чувствуется, когда это, например, внутри семьи. То есть есть уже какие-то проблемы, которые тянутся с давних времен, какие-то нерешенные вопросы, обиды, боль. Я думаю, если, во-первых, относиться к этому с пониманием и как бы в первую очередь отслеживать свое состояние и пытаться стремиться к тому, чтобы не выливать там свою злость и негатив, например, вместо того, чтобы сказать, а ты не прав, и типа, и ты меня бесишь, перейти на то, что мне сейчас некомфортно, я чувствую злость, давай, может быть, остановимся, я немножко остыну, и, может, потом спокойно решим этот вопрос. Ну, вот в таком плане. Ну, просто говорить о том, что мы такие плохие и что-то вообще какая-то фигня, нет смысла. Сразу нужно думать о том, как это поменять, как это изменить. Сконцентрироваться, например, не на своей собственной эгоистичной боли, а, например, боли других. И, как ты можешь помочь. Как минимум, даже если ты не знаешь, как ты можешь помочь, хотя бы просто позаботиться, поблагодарить. В общем, менять свое мышление на такое, чтобы оно приносило больше положительных эмоций даже в такое сложное время. Но одна проблема, когда это в хате своей, когда вы ругаетесь между собой. И тоже есть история о том, как украинцы себя плохо ведут, когда выезжают беженцами. На самом деле об этом неприятно говорить, и сразу задумываешься, вообще стоит ли говорить об этом, потому что хочется не подрывать вот эту основу, культуру. Мы боремся сейчас за европейские ценности, мы боремся за то, чтобы мы стремились к Европе, и как бы такой момент, когда, знаете, это звучит, будто ты подливаешь масло в огонь, чтобы разжечь ненависть. Но на самом деле это стоит проговаривать как негативные качества, и не акцентировать на том, что да, типа я плохой, то есть не останавливаться на точке, мы такие вот плохие, и типа фу, то есть мы просто становимся дальше продолжением негатива, а думать сразу, так, а что же можно поменять, как можно сделать лучше, и признать хотя бы, что да, мы иногда не правы, и мы хотим быть лучше. Всім привіт! Я Жанна, і сьогодні я розповім. З Львова до Польщі я їхала поїздом з однією сім'єю, і ось вона і стала як контентом. Ну і виходить, що там було багато волонтерів, звичайно було багато волонтерів. Вони занесли нам таких соків для дітей, роздавали дітям. Ну і цій сім'ї воно десь перепало 4-5 штук. І почалось. Обговорювали, нащо ж нам купувати хороший сік? Складно мені це переварювати, це слухати, тому що, дійсно, багато для нас зробили. Треба з величезною вдячністю все приймати і мати таке відношення. Що це таке? Нас посадили на поїзд. Грошей з нас не вимагали. Нас кормили, поїли. Паспорти закордонні від нас не вимагали теж. Тобто, багато чого робили для нас. І зараз, таке, ребята, серйозно. По цьому досвіду з цією сім'єю я ясно побачила, що в українців не вистачає вдячності. Другий момент, який я помітила, це те, що старшому поколінню треба зрозуміти, хто такі волонтери і яка у них філософія. Більшість волонтерів, яких я бачила на вокзалах, в поїздах, ще там десь, вони це все роблять за безкоштовно, по своєму власному бажанню.
Вони йдуть вночі вам допомагати, з вами спілкуватися. Вони йдуть вдень, цілий день просто стояти і консультувати цілу кучу українців, тому що вони це хочуть, тому що в них така філософія. Вони хочуть, мабуть, пожертвувати своїм часом, своєю зоною комфорту чи ще з чимось, щоб допомогти. Не треба казати «так іди работай». Я таке чула. І третє, що б я хотіла сказати, це, ребят, корупція. Треба сказати пока-пока. И привет, Европа. Да, и еще один момент, который хотелось проговорить. Несомненно, даже в Европе есть там люди, которые крадут, которые там занимаются коррупцией, которые нечестны, которые обманывают. Точно так же у нас есть такие люди. И вот от количества того, сколько таких людей, можно так более-менее общую картину сложить о том вообще, какой народ, какая нация. Поэтому я не просто говорю о том, чтобы каждый думал о том, как меняться, потому что когда каждая капелька поменяется, когда каждая капелька станет чище и будет лучше пропускать свет, это и сформулирует нацию в общем и сделает нас такой вот европейской и очень современной страной. Обговорювали вони... Чому так сложно? Ребята! Что бы хотелось пожелать, какие наставления хотелось бы для себя, для других дать, это то, что давайте будем людьми, которые не просто в плохой какой-то сложной ситуации, а давайте объединять дух. Давайте. Давайте быть теми людьми, которым не просто хочется помогать, не только потому, что вот люди имеют такую широкую душу, а потому что мы благодарим им и отдаем старицей, отдаем той же волной и еще больше эту благодарность. И я думаю, это будет отличная основа для того, чтобы стать полноценной европейской страной.